Всем доброй ночи. Ну, во-первых, хочу сказать, что я, если честно, с утра пораньше собираюсь по делам. И еще даже и не думала о том, чтобы лечь отдохнуть. Причина в том, что я человек очень обязательный. Если я что-то должна сделать, я должна сделать. Все успеется. Прежде чем я покажу этот ритуал и расскажу, для чего он и так далее, я хочу сказать следующее. Я иногда выставляю в сообществе неадекватные переписки для того, чтобы люди видели, как себя вести не нужно. Сегодня я выставила переписку женщины, которая мне написала, и причем, заметьте, я никогда не показываю, кто написал, и тем более номер телефона. Женщина, которая сказала, что готова заплатить любые деньги, лишь бы я отомстила мужу, который каждый день ее бьет и изменяет. Я сказала этой женщине, что он правильно делает, собственно говоря. И если она не против жить дальше с ним и унижаться, то попросила передать ее мужу, чтобы еще и от меня добавил ей по морде. Может, тогда она просто вспомнит о том, что она женщина, а не кое-что на двух ножках. И выставила это в сообщество. Я вам объясню одну вещь. Таких женщин можно вытащить только холодным душем. И ткнув мордой в ту грязь, в которой они живут. Только тогда они осознают, что они губят свою жизнь. Причитая и делая такие лживые, двуличные, знаете, сочувствующие морды, таких людей не спасешь. Человек, который привык жить в насилии, у него оцепенение, он не может вылезти из этого насилия. Только ударив по лицу, ты приводишь в норму, в порядок, человек очухивается и понимает, что все гибнет, другого выхода нет, и надо резко менять свою жизнь. Вот эти ваши все лицемерные бабские причитания никаких эффектов дать не могут в этой ситуации. Только холодный душ. Многим я так дала бесплатного пинка, и многие вырвались, живут и мне благодарны. Даже те, которых я послала и отправила в черный список, потом мне просили их разблокировать и очень были благодарны. Многие из них мне подарки отправили. Хочу вам сказать, да. Они сказали: вы знаете, когда вы мне такое написали, я вас возненавидела. Я подумала, какая грубиянка. Вот правильно говорят про нее, что она вот просто недочеловек, вечно такая грубая, вечно посылает всех. А потом, говорит, села и подумала, а ведь она права. Я же живу как животное. Разве это жизнь? И человек поменял свою жизнь. А вот эти все могуйки, по которым вы ходите, это их бизнес. Раскручивают вас. Давай, моя хорошая, сделаем приворот. Давай, моя хорошая, там мужу там чего-нибудь сделаем. И в итоге, когда ты говоришь, ничего не меняется, никак он лучше не стал, тебя посылают на 3 буквы и блокируют. Почему? Потому что сущность человека менять нереально. Магия может многое, но магия не может создавать новую душу. Если он подонок, то магия из него не сделает джентльмена. Так вот, я выставила, и хочу сказать, что основное количество людей здравомыслящие согласились со мной, но были и те, которые раскудахтались. Ой, ну такое писать человеку, нужна помощь. Вот как можно такое писать так грубо? Может, ей тяжело, ей плохо? Я предупредила один раз, еще раз предупреждаю. Никто на этой земле пусть не посмеет мне делать замечания. Это раз. Обсуждать любое мое действие – это 2. И считать, что имеет право мне какие-то советы раздавать – это 3. Любой человек, я сегодня выкинула определенное количество народа, ну, чтобы вы не удивлялись, что там случилось, что вы в черном списке. Я сказала русским языком и повторяюсь. Надо, могу сказать и на других языках. Никто в этой жизни не имеет ни малейшего права хоть как-то не соглашаться с моим решением, с тем, что я делаю, говорю или советовать мне.
Вообще никто, и не важно, сколько вам лет. 60 лет или 20. Понятно вам? Потому что я в этой жизни такой ад прошла, что я имею полное право действовать так, как считаю нужным. Вы и половину того, что я прошла, не сможете пройти. И остаться после этого людьми, и помогать другим людям выжить, выйти из ада и жить новой жизнью. Вы не сможете никогда того, что могу я. И не просто как ведьма, а просто как человек, как психолог, как друг и вообще как развитая личность. Первая жизнь, наверное, себя похвалю. Без ложной скромности. Поэтому вам до меня очень далеко, чтобы вы имели какое-либо право что-либо писать, говорить, не соглашаться. Не согласны на Китайскую гору. Вообще. Здесь я решаю. Хотите облаять меня, облайте вон, там много у вас таких мест есть, всяких бездарных существ, к которым можете пойти, посидеть у них на форуме, отвести душу, облаять и прочее, прочее. Без проблем. Но у меня здесь либо вы со мной согласны, либо ёбан забитте. Никто вас не держит. Все. Закрыли дверь с той стороны и до свидания. Я сегодня выкинула вас с форума. Даже те, которые были год, два, три. Если вы 2-3 года сидели на моем канале, и вы ничего не поняли в этой жизни, вам здесь делать нечего. Если вы не понимаете, что таких людей берут за грудки, трясут и вытаскивают из трясины, значит, у вас мозга нет. Сидеть, причитать никто никогда никого не спасал таким образом. Никогда. Только холодный душ, только строгость. Когда вы идете к врачу и говорите, что вы умираете, у вас онкология, врач не сидит и не говорит: ой, бедная моя, а что будем делать? Врач говорит четко и ясно. Значит так, действуем таким образом. Делаешь это, то, это, ложишься на операцию, нужно то и так далее. И во столько, чтобы ты была, и только тогда врач тебя спасет. Ни один доктор не сидит с тобой, не ревет. Холодный рассудок, разум и жесткость, только это вытаскивает из оцепенения людей. Много людей, которые мне потом писали и благодарили 1000 раз, что я в тот момент слабости... Вы знаете, самое страшное в этом мире что? Это пожалеть себя. Жалость к самому себя, то есть себе губительно. Все, ты себя пожалела, все, считай, ты ушла, все, закончилась твоя жизнь, умерла. Вот эту игру в жертвы будете в другом месте показывать. Там нету жертв, там есть человек, которому это нравится. Сохранять семью ради кого? Ради детей? Прикрываться детьми? Свои половые животные влечения прикрываться детьми? Меня одна женщина призналась, когда ее мужик дубасил просто в день по 50 раз, бил, убивал, уничтожал. Я говорю: а своих детей ты не жалеешь? Чихать они хотели на своих детей. Никогда не верьте в слезы таких существ. Они плевать хотели, они думают только нижним местом. И она мне сказала: Инга, вы знаете, ну вот, понимаете, он меня ночью беспокоит вот прям 20 раз. Я говорю: так ты животное есть, так и говори, что ты, детям нужен отец. Ты спросила этих детей, им нужен такой отец, алкаш, который приходит, пинает их, да, которые уже психически больные выросли. Завтра они чуть постарше станут, возьмут нож, прирежут его и поедут по этапу. Из-за тебя, твари. Знаете, что самое интересное? Что такие женщины постоянно одинаковых находят. Основное количество таких баб, которые с одного алкаша к другому прыгают, в конце концов, бывают ими убиты. Поэтому из-за таких вот существ и защита ваша, если вы таких защищаете, вы наподобие. Женщины пока не станут жесткие в нашем обществе, это будет продолжаться. Вот подобие, как вы. Милиция, спасите, а потом там отпустите моего Васеньку, он уже одумался, он меня любит. Вот это вас загубит всех. Пока вы жестко не скажете или сюда, или туда. Именно из-за таких, как она, правоохранительные органы ничего не делают. Потому что они думают, ну, одно и то же, бытовуха. Ну, вот там она завтра придет, заявление заберет обратно, как всегда. И нормальные женщины, которые первый раз попали в такую ситуацию, вообще поддержки не получают. Потому что таких, как вы, очень много. И я сказала, если я посчитала нужным так отвечать, я так думаю, я так считаю, это мое право. Вас я спрашивать не считаю нужным. Мне абсолютно начихать, кто вы есть. Подписчик, ой, я отпишусь. Я сейчас пойду, буду биться головой об стену. Сопьюсь с горя, если ты отпишешься. Кому ты делаешь одолжение? Это тебе надо. Ты тут будешь сидеть,
смотреть, делать, спасать свою задницу. Мне это не нужно. Не я сижу на ваших каналах, вы тут сидите, я вам нужна. Понимаете? Поэтому я еще раз говорю, я у вас спрашивать не собираюсь, как мне поступать и что мне делать. Я решила выставить подобное. Значит, я так решила. Все, точка. Если бы я не знала, что я делаю за столько лет, то я бы сидела у вас на канале, а вы бы сидели у меня в форуме. Понимаете? Если бы я не знала, что я делаю. Итак, перейдем к делу. Это так вступительное некоторое время слово. Так было нужно в начале. Итак, продолжим. Перед вами 7 свечей. Для чего они нужны? Они нам нужны для ритуала. Ритуал очень сильный. Называется «Замок 7 драконов» или 7 девов. В древние времена на Востоке существовало такое предание. Когда человек понимал, что он не может бороться больше с врагами, что на него наступают, что у него нет больше сил, он уединялся, зажигал ночью 7 факелов. Обычно это делали в таком, нелюдном месте. И призывали этих 7 девов-драконов. И просили их защиты. Подобные ритуалы проводились по-разному. Я на основе этой древней традиции, которая была еще во времена финикийцев, это очень древние имена. Почему эти работы очень быстро начинают срабатывать? Потому что здесь воздействуют древние, очень древние имена. И эти силы сразу себя узнают. Откройте ролик «Тайна заговора». Есть несколько прямых эфиров и прочее, где я просто говорю, какие персонажи вообще воздействованы в заговорах и почему они нужны, что они дают работам, заговорам. Призывали их помощь, становились посреди вот этих зажженных 7 факелов и призывали на помощь драконов, силу драконов. И после этого весь год человека никто не мог трогать. Это нужно было обновлять раз в году. Но если человек чувствовал, что за ним очень сильная охота, то он делал это каждый месяц, часто. Поскольку мы не можем зажечь факелы, и не нужно это делать, мы можем тут традицию немножко поменять и как бы сделать, видоизменить и сделать по-современному, да? Как я говорю, упразднять или упрощать. Это слово очень нравится некоторым людям, очень часто повторяют, да, упрощать и упразднять, то есть урезать лишнее и оставить то, что нам удобнее в наше время пользоваться. Осовременить. 7 факелов – это 7 свечей. Вы символически должны быть посреди этих свечей, значит, ваша фотография. Возьмите заодно материю красной ткани. Должна быть ваша фотография посредине вот этого круга. А это 7 свечей, круг. Читать нужно 7 раз. Потом дождаться, пока воск растает. Скатать этот воск, вот сделать такую лепешку и прикрепить на обратную сторону фотографии. Фотографию, значит, закрыть, завернуть в эту красную материю и спрятать. Это очень сильная защита. Если вы будете обновлять, дорогие друзья, значит, этот воск нужно кинуть в огонь вместе с фотографией, сжечь, а потом отнести под дерево и по новой повторить этот ритуал. Итак, этот ритуал каждый человек для себя проводит. Вот замучили проверками и так далее. Какое-то ощущение, что
что-то хотят против вас сделать. Понимаете, работ и ритуалов много не бывает. Все они имеют смысл, все они нужны. У каждого человека своя энергетика. Одному подходит это больше, другому. Много не бывает. Чем больше на вас этих оберегов, призывов, чем больше вы, как бы, скажем так, причастились к миру потустороннему, к тонкому миру, да, чем больше ваша энергия привыкла к этому потустороннему миру, тем сильнее в вашей жизни происходят события, тем ярче они происходят, тем более вы удачливы как человек. Этот оберег можно сделать за единственным исключением для своих детей, то есть для сыновей. Может начитать мать на его фотографию, точно так же прилепить воск и спрятать в красной материи его фотографию. Только когда сын либо служит, либо работает на такой опасной работе, например, спецназ, ОМОН, там, милиция, я не знаю, что там еще, наркоконтроль и прочее, прочее. То есть такая опасная работа, которая, ну, или ой, фу ты, ёкаламне. Сейчас похватит это и начнет гавкать. Ну, скажите мне, да елки, все, забыла я уже. Ну, эти инкассации, да, коллекторы. Коллекторы не надо, они пускай дальше идут. То есть там, где имеет место с оружием. Только, пожалуйста, не надо спрашивать, а у кого сыновья там бандиты, тоже можно почитать. Нет, здесь защита, она должна быть заслуженной. Человек, который по локоть в крови, человек, который нечестно живет и живет за счет боли и отнимает у кого-то, да, заработанное своим трудом, такие люди недостойны защиты духов. Защиты духов достоин человек, который никому не мешает, живет, работает, но у него опасная работа, ему нужна эта защита. Вот на сыновей матери могут прочитать только для тех сыновей, которые, я уже сказала, работают в таких вот опасных структурах. Все. Остальные люди, женщины, там, молодежь, они сами должны себе это провести. При этом желательно, чтобы никто не знал. Даже если вы посоветуетесь с близким человеком, что вы будете проводить, после друг другу не говорите о том, что вы провели. Не надо этого знать. Это, как вам сказать, немножко ослабит и может перебить где-то даже эту защиту. Есть вещи, которые просто говорить не надо. Вы можете говорить, я вот провел такую-то там работу, например, написать, и очень там эффективно. После того, как это все пройдет, станет легче, когда прояснится, когда вы уже воочию увидите результат, да, тогда пишите, тогда хвалитесь. После проведения ритуала в течение 3 дней идете где-нибудь в такое место, где люди не ходят, значит, возле водного пространства, либо возле деревьев. Нужно поставить 7 рюмок, новых абсолютно, маленькие рюмки купите недорогие, маленькие рюмки, красное вино, наливайте в эти 7 рюмок вино вот так вот по кругу. 7 кусков черного хлеба, заранее можете отрезать или купить, положите рядом с этими рюмками, не на рюмках, прям рядом. И 7 одинаковых монет посредине сыпьте. И говорите, откупаюсь и плачу за защитную стену. Оборачивайтесь и уходите. Все, это надо делать. Потому что вы должны что-то отдать изначально. Вино это символизирует кровь. Хлеб символизирует братание, то есть близость. Понимаете? А монеты это энергия, которую вы отдаете. И уходите. Теперь 7 раз читать. Я вас уверяю, кто бы ни был на вашем пути после вот этого, если вы не виноваты, еще раз повторюсь, Вселенная помогает людям, которые честны перед собой. Если вы не виноваты. А то, знаете, иногда пишут, ой, вы знаете, я вот мужа там увела, вот мы с ним жили, там такие были счастливые, он не общался с ними, ничего, не хотел их видеть, а потом резко ушел, а я начала болеть, я начала помирать. Я говорю, а как ты хотела? Ты теперь расплачивайся. Ты оторвала мужика, значит,
чихала на боль других людей, как там им хорошо, плохо, да, и не давала общаться с детьми. А потом говоришь, ой, можно мне сделай вот что-нибудь против врага? Я говорю, сделай, и придет обратно тебе. А почему? Я говорю, потому что ты не имеешь моральное право что-то делать этой женщине. Она всего лишь себя защищает от тебя, понимаете? Поэтому подумайте, если есть у вас моральное право, если вы не виноваты, ничего не сделали, на вас прям наезжают, делайте. 7 раз читать. Ныне творю себе великий оберег, неприступную защиту. То не слова, а неприступная скала, непроходимая стена, душа и тело, и мое дело, и жизнь моя, имущество, и дух, и мысль закрываю в защитной башне. Отдаю под охрану 7 могучих сил, 7 драконов. Их мечами защищаюсь. Их имена призываю. Вишап, Аждахак, Аджак, Шамсо, Мелек, Савох, Хорс. Мне шитый меч. Кто против меня со злом придет, тот от мечей драконьих падет. Тот от их щита себе последний приют на земле найдет. В земле найдет, извиняюсь. Кто злом меня коснется, тому его зло во 100 крат вернется. 7 драконьих сил призываю. Их древней силой себя оберегаю. От утопления, от ограбления, от меча и пули, от вора и убийцы, от тюрьмы и сумы, от падения, от раздавления, от убиения, от ранней смерти. 7 духов драконов меня защитят, щитом и мечом за меня стоят. Против 7 сил никому не идти, а коли пойдут, то им погибель найти. Да будет мое слово крепкое, цепкое, ключ, замок, язык. Истинно. Пользуйтесь во благо. Сегодня, если сил хватит, еще кое-что очень сильное хочу снять. И пойду отдохну. Вы уже заметили, что невзирая на то, что я дарю ритуалы, да, снимаю, загружаю, в любом случае у меня нет официальности. Я просто дарю вам в этот момент. Я же не провожу в прямом эфире этот ритуал, понимаете? Поэтому я как бы с вами беседуя, заодно дарю эти работы. Но вы прислушаетесь внимательно, что там сказано, и следуйте этому. И имейте терпение, потому что Яна занята. Она сегодня за новыми книгами поехала. Я на днях эти книги покажу. Когда мне отправят, я считаю, так правильнее. Не торопить события. Вот. И как только она освободится, естественно, она печатает и пишет. Но имейте просто воспитание. Вот этот вот приказной тон уберите подальше. Это некрасиво. А чё, а где, а чё не написали? Ждать нужно. А если а чё, а где, я вам укажу. Вы знаете, да, что я очень люблю указывать кое-куда. Кому куда идти, адрес есть у меня очень хороший такой для всех. Просто будьте людьми. Понимаете? А что касается моего тона, кому не нравится, до свидания. Идите туда, где будут вам задницу целовать день и ночь, но при этом никак ничем не помогут, собственно говоря. Терпите. Потому что все сильные личности, все полезные личности в истории человечества были грубые. А без грубости, без сильного характера невозможно пробиться в этом мире шакалов. Невозможно. Со всем миром надо воевать, чтобы оставить человечеству наследие. Я всегда говорю, у сильного человека нету права сломаться. А его ломают и пытаются сломать. Понимаете? Так вот, если бы мы были неумехи и размазня, мы бы ничего не добились. Естественно, что я грубая, естественно, что я сильная личность, естественно, что я жесткая, где-то жестокая. Но зато эта жестокость вас спасает. А там, где, ой, мои хорошие бусинки, гусеньки, мои девочки, рыбоньки, кисоньки, и ни хрена вам никакого толку от них нету, если вам нравятся лживые, слащавые вот эти двуличные слова, для того, чтобы вас использовать, да, вашу бдительность просто усыпить и вас как дур просто за нос вести, то, пожалуйста, дверь открыта, никто вас не держит. Лично я не ценю дешевизну, не знаю, как вы.
Но мои наставники, все, кто меня чему-то учил в жизни или говорил, все были очень жесткие люди. У меня был редактор, который просто рвал мои произведения, выкидывал в мусорку. Я его ненавидела. А потом поняла, что он из меня сделал очень хорошего оратора. Он просто вот огнем и мечом и каленым железом просто вытравлял, убивал, уничтожал все лишнее, все ненужное в моей речи и вообще в моих мыслях. И выдрессировал из меня ту, которая сейчас может вам рассказать все, что угодно, очень богатым, очень насыщенным языком. Понимаете? Так вот, если бы он меня каждый день хвалил и до небес, я бы просто не смогла расти духовно, как выросла при этом человеке. И таких людей было очень много. Я уж не говорю о Розе, которая меня там гоняла, ну, в таком хорошем смысле слова, что вот это должно вот так сказано быть, это вот так надо делать, не лениться, обязательно откупиться, не забудь, потому что не откупишься, потом по башке получишь и так далее, и так далее. А про свою бабушку, насколько она была жесткий человек, как ее боялись в селе, и реально боялись, я вообще молчу. А как вы хотели? Пройдя столько трудностей, еще и остаться человеком и дарить, и помогать, и быть совсем размазнёй, и вам задницу целовать, а ноги лобызать. Извините меня, этого не будет. Всем удачи и всех благ.